Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал базируется в городе Измаил. Это Одесская область, юг Украины. И у нас нынче созрели сливы. Замечательный урожай в этом году сливовый. Поэтому уже приготовлены компоты, а также уже был приготовлен вот этот вкусный джем, рецептом которого хотим мы поделиться. Этот джем очень вкусный, красивый и легко готовится. Как мы это делали, сейчас мы вам покажем. Сливу очень хорошо помыли, отделяем вот этих хвостиков и затем ее отделяю от косточек. Это очень важно. И вот так очищаю вот таким образом. Ну, косточки можно уже выбросить. Жаль, что одна совсем не отделяется, но вот таким образом. И так вот все сливы я это делаю утром. Сегодня это время еще водолея, сухого знака, очень хорошо вот эта работа выполняется и готовится вот это вкусное блюдо, десертное. Я всю сливу перечистила от косточки, у меня получилось 5,5 килограмм. Я от этого уже отхожу, потом будем определять количество сахара. Итак, у меня 5,5 килограммов. Далее я беру вот такой измельчитель. И мне важно сейчас измельчить всю эту сливу, потому что именно джемик должен быть такой очень вкусный. Вот. Наполняю нужное количество. Вот так. И теперь надо все это измельчить. Так. Хорошенько измельчаем. Смотрите, какая масса получается. Красивая такая. Цвет очень красивый. И пока заливаю все это, вот эту миску алюминиевую, в которой я готовлю уже все варенье. Так, я сейчас все измельчу, всю сливу. Вот у меня 5,5 килограмм получилось вот такое количество вот этой массы. Смотрите, какой цвет красивый. Благодаря вот эта слива имеет какой-то особый такой и цвет. В конечном итоге вы увидите. И вот мне хочется сохранить вот этот цвет. Для этого я сейчас буду делать очень важный момент с сахаром и с секретным материалом, который поможет мне, во-первых, быстро приготовить. Он у меня будет кипеть 15 минут, этот джем. И сохраним цвет, и очень вкусный будет. А теперь очень важный момент. Я беру пока килограмм сахара, взвесила, и беру, у меня тут идет, вот тут прижалось. Здесь 8 граммов, 7 граммов чистых, потому что пакетик, 7 граммов чистого агар-агара. Причем агар-агар у меня самого высокого качества. Я специально покупаю расфасованный. Там у них видно, что это хорошее качество в этом магазинчике на рынке. Ну вот что интересно, вот те, кто продают, там прекрасные продавцы, они всегда советуют агар-агар уже в конце, когда варенье готово или джем, ложить. Я перемешиваю, чтобы у меня агар-агар был ровно во всем варенье. И теперь вот, когда перемешала, добавляю сюда миску и перемешиваю. А сейчас мы поменяемся местами. Эту миску уже на газовую плиту будет уносить Александр Федорович. Посмотрите, я хочу вам что показать, да? Вот цвет, благодаря агару, еще оно не варится, да? А уже цвет, видите, какой он получается, очень интересный. Агар закрепляет цвет. Изначально его нужно использовать при приготовлении вот этих очень вкусных джемов, варенья. И дает нам скорость
И плюс быстро варится. И плюс вот цвет очень красивый, даже красивее, чем был. Ну что, все, газ включила на всю. И вот до момента закипания я буду стоять и помешивать обязательно вот этот прекрасный будущий десерт. Эту сливу. Ой, смотрите, какая красота. Я просто получаю удовольствие, работая с агар-агаром. Это не реклама, это просто опыт, потому что я столько варенья всяких переварила, и у меня дома, ну вот этот цвет, смотришь, когда приготовила готовое, ну не тот цвет, а когда сейчас вот это готовишь с агар-агаром, это очень вкусно и полезно. Кстати, по агар-агару сейчас вам немножечко дам информации. Смотрите, уже почти закипает. Вот. И здесь у нас еще один важный момент. Мне очень нравится сливово-ванильный аромат. Поэтому я, вот уже закипает, уже видно, добавляю в процессе варки, пусть оно пропитывается. Тоже это на любителя. Если вам нравится, добавьте, попробуйте. Очень вкусный получается аромат. Мы уже одну партию приготовили, это у нас следующая партия, потому что очень понравилось. Вот смотрите, цвет какой. Вы видите, что получается? Вот это благодаря агар. Агар у нас вот такой цвет очень красивый. Уже вот эта кожица полностью сохраняет цвет. Видите? Очень красиво. Вот сейчас оно уже закипает. И начинается момент истины, когда у нас нужно будет собирать пенку. Вот сейчас еще немножко пусть покипит. И уже можно собрать. У нас за пенкой очередь. Вот смотрите, какая красивая. Вот уже кипит. Когда у меня весь таз закипает, с этого момента уже 15 минут. Всего 15 минут и будет готово. Поэтому я уже сейчас буду выставлять кастрюлю с водичкой, для того, чтобы у меня баночки кипели и крышечки. Да, и сейчас еще буду пробовать на сахар. Если вдруг... Дело в том, что у меня первый раз была слива чуть-чуть кисловатая. Я попробовала раньше это сделать. А вот сейчас слива очень сладкая, поэтому пробуйте. Вот на 5,5 килограмм я отправила килограмм сахара. Попробуем. Если будет достаточно, не буду добавлять. Но если же нужно еще, то, конечно, все по вкусу. На вкус и цвет товарища нет. Вы помните эту пословицу? Вот. Очень красиво. А пенка, видите, какой красивый цвет у нее. Все, вот она кипит. Вот эта красота субстанции десертная. Слива кипит. Важный момент дополнения. Вначале то было медленное такое кипение, сейчас вот полный огонь у меня, и вот с этого момента вот это считается уже кипит полностью 15 минут. Видите, сколько пенки собрала? Очень красиво и очень вкусно. Кстати, я уже добавила сахар, еще попробовали по вкусу, еще добавила килограмм 300 граммов. Этого теперь достаточно. Получается, что на 5,5 килограмм сливы мы добавили 2 килограмма 300 граммов, да, 2 килограмма 300 граммов сахара. И ванильку по вкусу. И 8 у нас граммов было агар-агара. Сейчас я еще одну вещь хочу проверить, как у нас агар-агар. Может быть, придется еще добавить. 15 минут прошло. Посмотрите, какая это красота. Видите? А теперь посмотрите на эту красоту. Это я буквально через 5 минут кипения, уже с агар-агаром, пару ложек взяла вот этого составляющего. Это сливовый джем. Ванильно-сливовый или сливово-ванильный с агар-агаром. Я, видите, остыла, в холодильник положила. Видите, что получается? Какая красота. Так бы была эта юшка. Цвет совсем другой. Мама моя готовила все время повидло со сливами. Это было очень долго, пару дней, варилось там. Посмотрите, 15 минут прошло, у нас готовый. И вот этот, видите, он такой густой получается. Очень вкусно. И вот этот джемик сейчас будем уже закрывать. 15 минут позади. Теперь я вижу, что больше агара-агара не надо. Достаточно.
что делаем? Берем баночки. Сейчас они у меня тут, вода закипела уже. Вот сюда. Вот таким образом должны прокипеть. Надо, чтобы полностью баночка прокипела. Я ее чуть-чуть так переворачиваю. Вот. Тем временем джем еще потихонечку варится. Можно было полную банку с водой, но я вот так уже по привычке делаю. Так, водичка вся стекла. О, следующую баночку сейчас положу. Пусть она себе кипит. Можно меньше огонь сделать. Вот. Есть у меня такая чашка для варенья, для джемов. Ну, варенье у нас как-то не идут, а вот джемы это очень популярно в семье. Так, это сюда надо включить теперь газ, чтобы чашка должна тоже прокипеть. Вот, пошел кипеть. И теперь набираю. Вот смотрите, какой красивый цвет. Он такой потом застывает, открываешь, как желе. Вот так вот. Еще чуть-чуть. Есть такое дело. Достаем крышечку. И будем закрывать. Так, мой ключ полуавтомат. Очень хорошая штука. Закрываю. Воздушное охлаждение. И все. И так быстро это все делается. Больше всего времени уходило у меня на то, чтобы очистить вот косточки. Вот, пожалуйста. Смотрите, какая красота. Вот этот джем сливово-ванильный уже готов. И все. Зимой открываем к любому блюду или просто намазать на хлебушек. И цвет вот такой замечательный, очень красивый цвет. Готовьте, пожалуйста, на зиму все, что у вас созрело, потому что зима строго будет спрашивать. А тем более готовьте вкусно, просто, быстро. И чтобы это было доступно. Если же нету агар-агара, просто-напросто можно его по интернету купить. И вообще в магазинах сейчас уже он появился, во многих магазинах продовольственных, пакетиках маленьких. Если кто-то хочет, тот обязательно найдет. На этом мы прощаемся с вами. Приятного вам аппетита, вкусностей этой зимой. Приятного вам аппетита. Всего вам самого наилучшего.